Подарок от высших сил. Что же вас ожидает, мои хорошие мальчишки? Давайте-ка посмотрим. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Для записи на личный расклад, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, смотрите, опять-таки мне показано, что многие из вас либо же сейчас проживают, либо уже пережили период, когда вот было, ну, такое прям разбитое сердце, когда женщина нанесла вам ужасные душевные такие муки, и в большинстве случаев проиграется здесь любовный треугольник, то есть женщина-предательница. И кто-то сейчас находится в этом остром периоде, когда жизнь не мила, когда для тебя все остановилось, когда застопорилось, да? Либо же вы уже пережили этот период. Вы не верите в новые отношения. Вы, возможно, уже настолько сильную боль получили после предательства, что уже вам кажется, что либо же вы не сможете полюбить, либо же здесь может быть тотальное недоверие к женщинам. У кого-то может даже проиграться страх, да, вот страх, опасение вступать в новые отношения, потому что это ваша прошлая боль, она очень глубока. И я думаю, кому-то из вас потребуется достаточно длительное время, чтобы это все забыть. Хотя очень сложно вам это будет забыть, но хотя бы немножечко так перевернуть эту страницу боли, да? Потому что кто-то из вас действительно разошелся уже, может быть, даже достаточно приличное количество лет уже даже прошло, а вы не можете забыть и даже залечить эти душевные раны. И здесь могут проигрываться именно из-за этой боли проблемы в ваших новых построениях отношений, да? Здесь может проиграться опасение вступать в новые отношения. Кто-то из вас может, ну, разве что так для здоровья крутить романы. Даже это не романы, это может быть у кого-то женщина, ну, типа знакомая, да, такой кекс по дружбе, как я это называю, да, понимаете, о чем я говорю? То есть это даже могут быть не отношения. У многих из вас проигрывается, что вообще, даже если мы просто откинем эту боль, у многих из вас вот как-то душевная такая пустота, да, нежелание, либо же невозможность влюбиться. Вы можете быть кто-то еще в отношениях, но это скорее токсичные отношения, которые уже идут к своему концу, вы это понимаете, вы это осознаете, но почему-то все еще не решаете сделать шаг к разводу. Напишите, ребят, в комментариях, обязательно все пишите, я люблю читать ваши комментарии, кто активничает, большое спасибо. Какая сейчас у вас ситуация? Вы не отпустили боль, либо же вы планируете развод, но еще не разошлись, либо какая еще у вас душевная такая травма, мука, вот именно в отношениях женщин, да? Ну и опять-таки по Верховной Жрице нам в очередной раз сигнификации показывает, что есть среди вас, ну, достаточно такие одаренные люди в магическом смысле. То есть, начиная от сумасшедшей такой интуиции, которой вы пользуетесь по жизни, и заканчивая магическими способностями. У каждого это свои способности, их очень много. Поэтому я вам скажу, даже, может быть, вы не случайно увлеклись вот именно раскладами Таро. Не просто потому, что вам интересно, да, вот кто-то как сериал смотрит, кому-то интересно просто там подача материала, да, там какие-то житейские ситуации. Но вам интересно вот само Таро, да, вы, может быть, учитесь, вы можете смотреть, да, вот, допустим, как таролог объясняет, трактует карты, вы, может быть, ну, немножко так как-то завороженно даже смотрите, да, вот напишите, у кого это проигрывается, вас само Таро, сама эзотерика, вот именно Таро-расклады вас магическим способом притягивает. Вам, может быть, просто даже кайфово смотреть. Вы можете даже еще не понимать, что с вами происходит, да, это не у всех проиграется, но вы можете понимать, что-то не то, да, вот я чувствую, что меня тянет к Таро, да, я хочу смотреть видео, я хочу, может быть, купить первую колоду, может быть, кто-то уже купил, поэтому у вас есть способности, и если вы тягу какую-то чувствуете, неважно, к Таро, там, к рунам, еще каким направлением, то обратите на это внимание, вы могли бы стать очень неплохим мастером своего дела.
Ну, если, в общем, еще сказать, вы человек очень светлый, у вас теплая энергетика, люди к вам тянутся, дети, даже чужие к вам тянутся. Да вы и сами, в принципе, любитель детей, не только своих, но и чужих, да. У кого детей нет, вам очень хочется иметь своего ребенка, это может быть даже у кого-то пунктик такой, да, вот хочу лялечку, свой такой маленький родной комочек, там зацеловать, потискать, но это такое, знаете, ну, кто это испытывал, вы понимаете, о чем я говорю, да, когда, ну, это неописуемые такие ощущения, когда особенно это маленькие детки, которые пахнут молочком, да. Ну, в общем, вы хорошие папы, вы хорошие дедушки, если есть у кого внуки уже. Ну, у кого нет детей, вы будете потрясающими папами, потому что дети чувствуют вот именно ваше тепло, вашу доброту. Пока, может быть, чужие у кого-то дети только чувствуют, да? Но вот ваша доброта, энергетика, она очень притягательна. Вы такой сердечный человек, вы, ну, какой-то вот, почему-то мне хочется сказать, добропорядочный. Но бывает очень больно тяжело, когда вы делаете какие-то хорошие такие шаги, да, к людям. Чем-то, может быть, помогаете, поддерживаете, вкладываете душу, а в ответ либо же какая-то неблагодарность, либо же еще подлость какая-то. У вас есть разочарование вот вообще в людском факторе. Напишите, ребят, у кого есть такой момент, у кого проигрывается. Потому что здесь, знаете, вот мне сейчас почему-то вспомнилась фраза, и я думаю, у вас тоже проиграется эта фраза. Она очень часто бывает вот в такой ситуации у людей. Чем больше узнаешь людей, тем больше любишь животных, да? То есть разочарование в людях, потому что плевки в душу, они оставляют свои последствия. А у вас этих плевков в вашу душу было в жизни предостаточно. Особенно это больно, когда ты действительно искренне что-то делаешь для других, да, а тебе вот так вот плюют. Так, что еще? Что еще? У кого-то могут сейчас проигрываться финансовые проблемы. Здесь может стоять выбор, два какие-то варианта. Либо же две работы вам предложили, либо вот будут предлагать в ближайшее время, вы будете между ними, ну, как бы выбирать, да. Работа, вы выберете, в принципе, правильно, я так уже забегаю вперед, говорю просто, и будет достаточно неплохая работа и по финансам, и вы себя будете более уверенно чувствовать, потому что денежка пойдет. У кого-то, может быть, вот недавно вы поменяли, да, и вы понимаете, что, в общем-то, это будет только в плюс. В финансах вы выигрываете. Но здесь еще одиночество идет, знаете, одиночество, но я не скажу, что прям вы от этого одиночества очень сильно страдаете. Есть среди вас, вот мне очень четко показано, что вы так относитесь, может быть, даже с недавних пор, так относитесь к жизни, что ну нет женщины, ну и фиг с ней, да? Я не пропаду, я не помру и без женщины. Я найду чем заняться, я самодостаточный, я уверенный в себе. И, в общем-то, есть среди вас те, которые, ну, в прямом смысле слова, вы ловите кайф от свободы. Никто не выносит мозг, я что хочу, то и делаю, куда хочу, туда лечу. Но для себя в душе вы понимаете, что если в вашей жизни встретится достойная женщина, именно достойная, то вы готовы будете даже жениться. Вот именно нам показано, что вы будете готовы даже вот именно юридически заключить этот союз. Вы не про любовницу думаете, а именно вот про достойную женщину, с которой можно строить будет семью. Пока такой в своем окружении вы не видите. Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие, что за подарки от высших сил вам будут. Как всегда, вы переворачиваете под себя, кому что подходит, у всех разные ситуации. Итак, что за подарок судьбы? Та ситуация, которую вы взращивали, холили, лелеяли, да? Это может быть даже в прямом смысле слова, да, может быть, вы там сельскохозяйственными работами занимаетесь, тоже это может проиграться. Ну, то есть та ситуация, это могут быть личные отношения, это может быть работа, финансы. Вот то, к чему вы относились очень бережно, в то, что вы вкладывали душу, оно начнет давать первые росточки.
К примеру, да, поскольку у всех своя ситуация. Если, допустим, у вас были токсичные отношения, вы давали шанс человеку, вы как-то пытались склеить, то здесь может проиграться, что действительно каким-то чудодейственным образом у вас отношения начнут налаживаться, да. Они не будут, конечно, такими распрекрасными, какими были когда-то, но вот кирпичик за кирпичиком, если вы будете выстраивать отношения, если вы будете оба вкладываться, у вас есть те перспективы, ну, более-менее наладить ваши отношения, да. Потому что сейчас может быть кризис, сейчас может быть эмоциональное похолодание в отношениях, у кого это проигрывается. Но вы все-таки сможете, вам Вселенная и высшие силы вам дают шанс на улучшение ваших отношений. Но будете все равно как-то вот с опасочкой, да, с оглядкой назад. Вы будете замечать это улучшение, но немножко такой звоночек, да, в голове будет мысль, что а вдруг это ненадолго, а вдруг снова все вернется так, как было. То есть такая тревожная мысль будет какой-то период еще с вами. Так, известие. Что за известие? Известие от женщины. Если у кого-то сейчас проигрывается конфликт, может быть даже расставание, здесь может быть проявление вашей женщины, причем, в принципе, в душе вы ее ждете. Неважно, даже если вы живете вместе, да, вы могли просто разругаться, либо же это просто отношения вы на дистанции сейчас. Вы ждете шага от женщины, вы ждете какого-то признания ее вины, да. Для вас это, конечно, из разряда фантастики будет, что как это она звезда такая признает свою вину. Но знаете, она все-таки придет к вам, либо же поговорит, там, позвонит. Если, если вы вместе живете, то она действительно вот сядет с вами, просто по душам поговорит, даже немножко так покаяться. И у вас будет идти разговор о дальнейшем построении отношений. Вы будете как-то вот совершенно по-новому выстраивать свои, особенно ключевые моменты. Будет разговор о равноценном вкладе в отношения, чтобы баланс был одинаковый. То есть вы проговорите много чего, о чем не говорили раньше. У вас даже немножко откроются глаза на эту женщину, вы взглянете с другой стороны, и, может быть, раньше вот вы ее считали такой холодной, эмоционально холодной, там, какой-то отстраненной, вы увидите, что всего лишь, вот после этого разговора, вы увидите, что она на самом деле не такая холодная, просто у нее слишком много тоже обиды в душе накопилось. И когда вот она вам, ну так, это не в конфликтной форме будет разговор, она просто вам, ну как бы выплеснет это все, что у нее накипело, да, она поговорит с вами о наболевшем. Вот тогда вы действительно найдете этот баланс, и но здесь есть все шансы на улучшение ваших отношений. В принципе, вот перекликается, да, как я вот говорила только что. Но здесь немножко другая ситуация. Конфликт, либо разводы, разрывы. Видите, у каждого это свое. Так, что еще за сюрприз? Кто-то из вас женится, ребятушки. Причем здесь может быть именно по залету. Будьте осторожны, ваша жизнь меняется кардинально. Если вы, допустим, не хотите ребенка в ближайшее время, ну, как бы берегитесь, да. Есть разные способы, да, я не буду вам сейчас об этом рассказывать, потому что здесь может быть именно вот по залету. Будьте бдительны. Кому-то из вас начнет фартить в финансах. Причем деньги вот пойдут из ниоткуда, неважно, поменяете вы работу, либо же подработка, у кого-то может быть даже неожиданное наследство, причем здесь наследство, ну то ли от мужчины, может быть мужчина у кого-то уже там родственник близкий, да, либо же там заморский дядюшка ушел на небеса, грубо говоря, и вы узнаете, что да, вот вам привалило наследство. Поэтому у кого сейчас финансовые проблемы, однозначно вы будете в фарте. Вы вообще такой человек фартовый, и у вас будут ситуации порой достаточно сложные. Мы не будем сейчас глубоко копать, потому что у каждого это своя ситуация, но вы постоянно будете выходить сухим из воды. Вот у вас очень сильные ангелы-хранители, у вас очень сильные покровители там, на небесах. Причем вот вы можете даже уже сейчас вспомнить, много было таких случаев по жизни, у кого-то больше, у кого-то меньше,
когда какие-то вот действительно чудодейственные происшествия, да, происходили, что-то такое невероятное, когда вы чувствовали, вы понимали, что кто-то свыше вам помогает. Напишите, кстати, у кого это резонирует. У кого-то из вас, кстати, ребята, может быть неправильно поставленный диагноз. Особенно вот если вы, допустим, там обследовались, полное обследование делали, могут наговорить страшные, ужасные диагнозы. Так вот, я скажу, что этот диагноз неверный, либо же врач некомпетентный, да, вот неправильно там как-то считал эти все анализы, там, ну, в общем, в этом плане. Поэтому здесь вам совет, либо же пересдайте где-то в другом месте, анализы обследуйтесь, либо проконсультируйтесь с другими врачами, а лучше с двумя. Вообще, как советуют, проконсультируйся обычно с 3 специалистами. Ну, конечно, у кого денежки есть, потому что, ну, верить одному врачу в наше время, ну, как-то это не очень хорошо. Потому что все мы знаем прекрасно, что врачи бывают разные, да. Кто-то, грубо говоря, за сало купил диплом, да, а кто-то сам учился. Поэтому вот такие пироги. Далее еще какие сюрпризы, подарки судьбы будут от высших сил. Примите очень важное решение для себя, которое давно не могли принять. С чем это связано? С женщиной. С женщиной. У кого-то может проиграться, что вам нравится какая-то женщина, но опять же, как я уже говорила в начале расклада, могут быть некоторые страхи, комплексы, триггеры из прошлого, да, воспоминания, то есть вы могли опасаться какой-то период входить в отношения. Но здесь женщина скорее может находиться на расстоянии, у кого-то в переписке может быть, да, у кого-то просто... Вы периодически пересекаетесь, но она живет далековато от вас, она вам нравится. Вы с ним можете коммуницировать, пока по-дружески, кто-то, может быть, уже на флирт перешел. Но женщина достаточно серьезная, и вы понимаете, что вы начинаете на нее залипать. И здесь вам Вселенная дает шанс, да, вот сюрприз такой, подарок от высших сил. Эта женщина может стать действительно вашей женой. Она достойна того, чтобы стать женой, потому что ну уж слишком много у нее позитивных качеств, слишком много в ней того, чего нет в других женщинах. И вы это поймете, чем больше будете с ней общаться. Есть и шансы, что вот если вы пойдете в эти отношения, если вы начнете проявлять инициативу, неважно, в интернете, либо в жизни, у вас начнут отношения очень стремительно развиваться. Вот, и есть все шансы стать семьей, мои хорошие. Поэтому императрица здесь не зря выпала. Очень страстная женщина, любительница кекса, если кому-то интересно. Поэтому его здесь может быть очень много, бурно, страстно, красиво, романтично. Но здесь крутые перемены именно вашего даже мужского статуса. Да? Вы можете из холостяка перейти в женатого человека. Так, еще какие? Ну, снова у нас женщина, снова. Но опять-таки у нас немножко как бы повторяется ситуация, да, женщина, с которой вы либо в конфликте, ну, здесь скорее конфликт, я думаю, развод вряд ли здесь проиграется. У кого есть конфликтные ситуации, сейчас мы уточним. Так, женщина, да, женщина проявится с примирением. В общем-то, нам уже это показывали. Видите, ситуация повторяется. Нужно закругляться, значит, сейчас раскладом, потому что, в принципе, основные такие моменты я сказала. Здесь больше, конечно, ориентир на работу и на личную жизнь. Так вот, эта женщина проявится, причем очень неожиданно. Здесь может быть очень такой серьезный конфликт. Вы могли уже долго быть в паузе. Вы могли даже, если раньше жили, допустим, вы могли разъехаться, да, вот эта фраза, которую я терпеть не могу, давай поживем отдельно, как некоторые говорят, да. Ну, ужасно не люблю эту фразу, потому что, ну, это такая маленькая хитрость, это обман, это все равно, что человек хочет с вами разойтись, но сделать это культурно, чтобы вас не травмировал, да. Ну, в большинстве случаев так говорят. Поэтому может проиграться пауза, либо же конфликт. И эта женщина, ну, она пойдет с примирением, причем здесь обоюдные чувства. Если вы думаете, что эта женщина вас не любит,
Но, возможно, внутри себя вы уже как-то подразочаровались, особенно если вы уже длительный период не общаетесь, либо же пауза затянулась. Вы можете подумать, что все, она вас отрезала, уже вы ей не нужны, но на самом деле она появится. Ее, вернее, приведут к вам высшие силы. Для вас это станет неким таким сюрпризом. Вы воссоединитесь, и, в общем-то, любовь ваша только укрепится. Вот эта пауза, которая между вами, либо конфликтная ситуация, в которой вы были, либо сейчас находитесь, она только укрепит ваши отношения. Вот именно в паузе вы можете оба понять, как сильно вы нужны друг другу. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!